Шалом! Сегодня мы с вами разберем последнюю главу книги Берешит «Ваехи». И это не просто древний текст. Нет, в нем скрыт, на мой взгляд, удивительно актуальный урок о том, как нам сегодня выживать в современном мире и, что самое главное, не терять самих себя. Давайте разбираться. Итак, вот наш план. Мы пройдемся по 5 ключевым идеям. Начнем с одного древнего парадокса, а закончим очень практическими вещами, которые помогут сделать жизнь осмысленнее. В общем, будет интересно. Ну что ж, поехали. И начнем мы с одного очень мощного парадокса, который, по сути, задает тон всему нашему разговору. Итак, глава Торы называется «Ваэйхи». На иврите это значит «и он жил». И вот что поразительно. Вся эта глава посвящена последним дням, последним заветам и, в конечном счете, смерти патриархов. Сначала Яакова, а затем и Иосифа. Так в чем же дело? Как так получается? А этот парадокс подводит нас к важнейшей мысли. Настоящая жизнь измеряется не просто годами в календаре. Она измеряется глубиной твоей духовной связи, твоей верности корням, особенно в тот момент, когда окружающий мир так и норовит тебя поглотить и ассимилировать. И вот это слово «ассимиляция» подводит нас к ключевой метафоре. Наш современный мир — это, по сути, и есть тот самый Новый Египет, место огромных возможностей, успеха, комфорта. А Ханаан, в свою очередь, это не просто точка на карте, это, скажем так, наша духовная родина, система ценностей. И вот в этом процветающем, сияющем Египте и кроется главная опасность — раствориться без остатка. Вы только посмотрите на эти параллели. Это же поразительно. Семье Якова дали лучшие земли, привилегии, статус. А что сегодня? Престижная работа где-нибудь в мировом центре, топовая карьера, 1000 подписчиков и лайков в соцсетях. В таком Египте очень легко потерять себя, если полностью принять его правила игры. И вот что самое важное нужно понять. Этот Египет, он не обязательно про что-то плохое или греховное. Вовсе нет. Это может быть просто очень благополучная, сытая, комфортная жизнь. Но именно в этом комфорте духовность рискует превратиться в пустую формальность, в ритуал без сердца. Хорошо, так что же делать? Как жить в этом мире, пользоваться его благами, но не потерять свою суть? И вот тут нам на помощь приходит одна, на мой взгляд, гениальная аналогия. Давайте представим, что наша жизнь — это такой смартфон с 2 сим-картами. Иосиф, который стал вторым человеком в Египте, и вся его семья, они ведь пользовались обеими. Первая симка, назовем ее Египет Телеком, нужна для всего земного. Работа, карьера, технологии, быт. А вот вторая, Ханаан-нет, это наша прямая связь с домом, с верой, со Всевышним. И вот тут-то и кроется главная опасность. Зачем платить за вторую симку, если у первой такой выгодный тариф, такой хороший сигнал? Но мы-то с вами понимаем, настоящий звонок домой, в вечность, он ведь работает только через Ханаан-нет. А теперь давайте посмотрим на конкретных примерах. Как Яаков и Йосеф, живя в самом сердце этого Египта, умудрялись не просто помнить о своей второй симке, но и активно ею пользоваться, показывая всем, кто они на самом деле. Только вдумайтесь, Иаков прожил в Египте 17 лет. Он был отцом самого могущественного человека в стране. Он мог бы завещать построить себе величественную пирамиду, символ вечности, по-египетски. Но нет, его последняя воля — быть похороненным в скромной пещере предков на обетованной земле. Это был его финальный самый мощный жест веры. Или вспомним ту самую знаменитую сцену с благословением внуков. Иосиф все делает по протоколу, по египетской логике. Старший — к правой руке, младший — к левой. Но почти ослепший Яков намеренно скрещивает руки, нарушая все правила. Это не просто ошибка старика. Нет, это настоящее столкновение двух миров, двух систем ценностей. Вот эта таблица просто прекрасно все иллюстрирует. С одной стороны, логика Египта. Важен успех, статус, внешняя оболочка, кто первый, тот и прав. А с другой — логика Ханаана. Важна верность, сердце, а не фасад. И благословение Всевышнего не подчиняется человеческим сценариям. Жить по-ханаамски — это как раз и значит иногда вот так скрещивать руки, бросая вызов общепринятым нормам. А теперь посмотрим на Иосифа. Это же, по сути, премьер-министр Египта, самый успешный из успешных. Но во что он инвестирует в конце жизни? Не в египетский памятник себе, а в исход. Его саркофаг, который несли через пустыню, стал для всего народа таким молчаливым, но очень мощным напоминанием: «Ребята, мы здесь временно, наш путь лежит дальше». И все эти истории, все эти образы подводят нас к очень важному практическому вопросу, который каждый может задать себе уже сегодня. А что из нашей жизни действительно имеет вечную ценность? И вот тут ключевая мысль. Никогда не путайте аренду с собственностью.
Карьера, деньги, статус, репутация — это все аренда, временное пользование. Единственное, что у нас есть по-настоящему, это наш характер, наши поступки и наши отношения со Всевышним. Давайте представим на секунду. Вот он, переезд в вечность. С собой можно взять только один небольшой рюкзак. Что мы туда положим? Распечатки наших достижений? Или, может быть, добрые дела? Фотографии из модных мест? Или крепкие отношения, построенные на вере и любви? Как же нам на практике не египтиться? Вот 3 очень конкретных шага, которые подсказывает нам эта глава. Первое. Создайте свой гашен, свое безопасное пространство. Второе. Говорите на языке веры, пусть слова благодарности станут вашей привычкой. И третье. Сознательно инвестируйте свое время и силы в то, что действительно останется после вас. И в конечном итоге, знаете, все это сводится к одной единственной, но невероятно важной идее. В нашем нестабильном мире, где все постоянно меняется, единственная настоящая опора — это обещание Всевышнего «Я буду с тобой». И в этом главный урок главы Вайхи. Можно прожить всю жизнь в самом центре современного Египта, пользоваться всеми его благами, достичь невероятных высот, но при этом сохранить чистоту сердца и верность своему призванию. Путь Якова и Иосифа не заканчивался в Египте. Их взгляд всегда был устремлен дальше, в сторону Ханаана. И закончить я бы хотел вопросом, который, надеюсь, останется с вами. Посмотрите на свою жизнь. Какая ее сфера стала слишком египетской? Где комфорт, может быть, незаметно вытеснил веру? Где вы пользуетесь только одной сим-картой? Возможно, как раз сейчас самое время достать ту самую, вторую, Ханаан нет, и сделать маленький, но очень важный звонок домой.